Добрый вечер, мои дорогие, с вами снова Юрий Пузыревский. Мы с вами давно не виделись, не встречались в прямом эфире на этом канале, и я решил восстановить нашу старую традицию. Был у нас переезд на другой канал, но я решил, что все же стримы нужно проводить именно здесь, именно на этом канале, потому что здесь вас больше, здесь вы задаете больше вопросов, ну и вообще я начал чувствовать и ощущать, что начинаю с вами терять связь. Если вы заметили, в этом году на этом канале было достаточно немного публикаций, достаточно немного прямых эфиров, и вообще движухи на этом канале было совсем мало. Я это знаю, я это понимаю, признаю, и в следующем году я планирую это все дело исправить. Ну, а сегодня мы поговорим про цели, про целеполагание. Я подготовил для вас небольшую презентацию, и мы сегодня разберем сразу 3 интереснейших модели целеполагания и планирования результатов, чтобы вы могли лучше достигать своих целей. Дайте мне, пожалуйста, сейчас обратную связь, как меня видно и как меня слышно. Это очень важно. Мне очень важно получить от вас обратную связь прямо сейчас. И пока вы пишете обратную связь, я еще на секунду поставлю заставку, и буквально через 20-30 секунд к вам снова вернусь. Жду ваших комментариев, жду вашей обратной связи, как видно, как слышно и как у нас вообще проходит прямая трансляция. Хорошо, друзья, я вернулся, вы пишете все хорошо, это очень радует, что вы находитесь на нашей прямой трансляции. Восстановим нашу предыдущую традицию проводить прямые трансляции, буду стараться делать их раз в неделю, но мне нужна будет ваша помощь. Ваша помощь заключается в чем? Во-первых, я буду всегда вас призывать ставить лайки этой трансляции. Во-вторых, я буду призывать вас быть активными и писать комментарии в трансляциях. Также я буду просить вас распространять эти трансляции и делиться этими трансляциями с теми людьми, кому эти трансляции могут оказаться полезными. Поэтому очень рад всех вас видеть. Слышно хорошо, отлично видно и слышно. Я очень рад. Очень рад. Ну что ж, тогда предлагаю начинать. Предлагаю начинать непосредственно по нашей теме. И у меня сразу к вам вопрос. Вот есть такая тема целеполагания, да, и все люди говорят, надо ставить цели. И у меня к вам вопрос, а что для вас поставить цель? Вот как вы ее ставите? Ее куда поставить? На полку, на подоконник, в холодильник, на стол, куда-то еще. Давайте обсудим, что для вас целеполагание и что для вас поставить цель. Потому что это важно. Это важно, потому что многие люди говорят, я поставил цель, а что это значит? У каждого конкретного человека это что-то свое. Поэтому я предлагаю вам сейчас определиться с терминами и понятиями и уже пойти непосредственно по нашим презентациям и по нашим методикам. Сегодня я расскажу вам три модели целеполагания, которые, я уверен, помогут вам продвинуться к вашим целям. Поэтому давайте разбираться, будьте активными, давайте наведем движуху перед Новым годом, и в следующем году тоже будем этим заниматься активно. Итак, жду ваших комментариев. Кроме того, что вы меня слышите хорошо, видите хорошо, это очень радует, я очень рад, что вы и видите, и слышите, но мне нужна ваша обратная связь. Что для вас значит поставить цель? Как вы решаете, что цель у вас поставлена или цель у вас не поставлена? И в связи с этим у меня есть следующий вопрос, сразу, с места в карьер, как говорится. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, какие у вас есть цели на ближайший год. Вот прямо напишите в чате, напишите в комментариях, какие у вас есть цели на ближайший год. Это тоже важно. Это важно, потому что обычно люди допускают множество ошибок
И на самом деле эти ошибки можно очень легко разрешить, если сделать небольшие поправки. Друзья, буду периодически отводить взгляд от камеры, так как буду читать ваши комментарии. Представить ее как картинку будущего. Какой я конкретно себя вижу в будущем? Диана, супер, хорошо. У меня это подумать, помечтать и забыть. Отлично. У Илоны это так. У Альмиры любые цели для меня труднодоступные и невыполнимые. Окей. Мы об этом тоже сегодня поговорим и постараемся найти ответ, как их решить. Могу сразу попутно, пока все остальные пишут, начать отвечать на ваш вопрос. Вот даже не вопрос, а отвечать на ваши высказывания. Любые цели для меня труднодоступны и невыполнимые. И здесь как раз-таки есть одна из проблем, которая заключается в том, что мы допускаем, как правило, в целеполагании две ошибки. Либо мы ставим слишком маленькие цели, либо мы ставим слишком большие цели. Что это значит? Когда мы ставим цель маленькую, нам нету смысла ее делать, потому что нам кажется, что ее сделать легко. Да? Знаете, такой термин прокрастинация, откладывание на потом. Если цель слишком маленькая, нам кажется слишком легкой, то мы ее откладываем до самого последнего момента, потому что нам кажется, что сделать это легко. Следующий момент, когда цель слишком большая. Когда цель слишком большая, мы не делаем шаги в ее направлении. Почему? Потому что даже если мы делаем какие-то шаги, то они настолько нам кажутся маленькими, что нам как будто и нету смысла. Да? То есть, если у нас там условно метафорично говорить цель пройти 1000 шагов, это очень большая цифра, то мы не будем делать первый шаг. Почему? Потому что, сделав один шаг, допустим, мы знаем, что мы за один день можем сделать только один шаг. Вот это наши ресурсы. Если мы делаем один шаг за один день, то нам как будто нет смысла делать этот шаг. Почему? Потому что остается 999 шагов. И это тоже проблема больших целей. Добрый вечер всем, рад всех видеть. Итак, смотрите, на самом деле, что такое поставить цель? Поставить цель – это иметь представление какого-то конечного результата. Все наши представления, они лежат где-то в области будущего, и, соответственно, нам нужно иметь какое-то внутреннее представление. Другими словами, что я вижу, что я слышу, что я чувствую, когда эта цель достигнута. Для меня цель – это то, для достижения чего я вкладываю свои ресурсы. Очень круто, но вкладывать свои ресурсы можно во что угодно. Очень важно, чтобы было конечное представление. Вот человек – такое существо, которое живет целеполаганием. Нам даже для того, чтобы попить воды, нам нужно сначала поставить микроцель. Да, представить стакан воды и как мы это дело пьем, к примеру. Продолжая рассказывать о том, что такое поставить цель, это действительно иметь конкретное конечное представление. То есть, что я буду видеть, что я буду слышать, что я буду чувствовать, когда я достиг этой цели. Если у нас такого конкретного представления нету, то, соответственно, мы цель не поставили. И это очень важно для себя отметить. Хорошо, мои дорогие, рад вас всех видеть. Рад, что вы присоединились в этот стрим. И начнем с первой техники целеполагания, которая к нам пришла из коучинга. Готовы? Кстати, друзья, вы не ответили на второй вопрос. Какие у вас есть цели на ближайший год? Напишите пару целей. Напишите по пару целей на ближайший год. Это очень важно. Сейчас. Почему? Потому что есть один секрет. Секрет этот заключается в том, что если мы с целями не работаем, если мы не пишем списки целей, если мы не записываем то, чего мы хотим, не записываем свои цели, желания, то можете считать, что вы теряете 50% своей продуктивности. И вот почему.
Потому что мы в один момент времени не можем держать все в голове. Но когда у нас есть список целей, то есть когда мы прописали какие-то ближайшие цели и задачи, которые мы хотим реализовать, то мы тем самым разгрузили немного свою голову. Но так как у нас есть список, неважно, он на бумаге или в смартфоне, мы тогда в любой момент времени можем лучше находить возможности для их реализации. О чем я говорю? Что если у вас целей нету, если вы их не прописали, то можете считать, что у вас их почти нету. Потому что когда они прописаны, вы будете лучше находить возможности для того, чтобы их находить. Так, цель освоить NLP практик. Супер. Так, слушаю за рулем, жаль, не могу писать. Вы сможете в записи это все переслушать. Так, для меня цель... Так, хорошо. Добрый вечер. Цель – это намерение, что-то сделать, потом план, потом действие. Супер. Хорошо. Стать самым востребованным психологом. Клара, очень хорошая цель. И, Клара, сразу вам задам вопрос, как вы поймете, что вы стали востребованным психологом. Илона написала сбросить 20 килограмм. Очень мощная цель. Андрей, наоборот, написал набрать 20 килограмм. Так... Илона поставила смайлики. Так, записать пару медитаций для очищения сознания, для новых мыслей и идей. Хорошо. Заработать легко и много денег. Супер. Цели: повысить доход на 10-20%, выучить польский до B1, повысить профессиональный уровень. Супер, хорошо. Друзья, хорошо, что у вас есть цели, но будет еще круче, если вы возьмете первую стратегию и первую модель. Знаете, есть такая техника волшебная, я ее поистине считаю волшебной, которая называется список из 100 целей. Вот если вы запишете себе просто 100 целей на год, разных, от мала до велика, от духовных до материальных, от новой машины до новой губной помады, от знания какого-то языка, как тут у нас Андрей пишет, что ему нужно повысить польский до уровня B1. Вот все, что вы хотите, если вы составите список из 100 целей, то это для вас будет уже хорошее подспорье. И если вы хотя бы будете раз в месяц в него заглядывать, это будет намного круче, вы станете на несколько голов выше, чем те люди, которые этого не делают. Прям я раз в год себе прописываю список из 100 целей и периодически к нему возвращаюсь. Поэтому вам рекомендую это тоже делать. У меня цель сделать ремонт в коридоре. Классная цель. Светлана, прекрасно вас понимаю. Я в этом году завершил ремонт в своей квартире, и поэтому действительно мощная цель, особенно если вы это долго откладываете. Так вот, я продолжу. Первая техника – просто записать после эфира, не сейчас. Просто запишите своих 100 желаний, своих 100 целей, и вы уже станете на несколько голов лучше в плане целеполагания и достижения целей, чем те люди, которые этого делать не будут. Смотрите, с какой проблемой вы можете столкнуться. Вы легко на гора запишете 20-30 целей. Вот прям легко. За 10 минут вы их запишете. Потому что эти цели, они у вас как-то постоянно на слуху, они постоянно как-то у вас крутятся. Но что будет дальше? А дальше будет вот какая история. Дальше вы словите затык. Но поверьте мне, вы можете отложить свой список целей на какое-то время и потом в дальнейшем к нему вернуться через день, через два, через час. То есть, другими словами, нужно отдохнуть. И потом вы уже будете писать более осмысленные, обдуманные цели. И список из 100 целей вполне себе легко записать за несколько приходов. Ну, допустим, за 3 или за 4 подхода. Или за 4 там по 25 целей пишете, или за 3 там по 30, 33, 35 целей. Поэтому берите этот способ на вооружение, это очень важно. Это очень важно, и самое главное, что это хорошо работает. Ну а мы идем дальше и переходим к... Это как Toad. Да, это как Toad, совершенно верно. Илона, вы пишете, что это как модель Toad. Теперь переходим к моделям
и техникам целеполагания, с помощью которой вы можете любую свою цель, во-первых, проверить, во-вторых, скорректировать. И первая у нас в нашем рейтинге модель, которая называется модель Grow. Она у нас из коучинга. Я открываю презентацию, напишите, видна ли презентация. Я думаю, что всем видна презентация. Модель Grow – это аббревиатура из 4 букв. Ну, соответственно, G, R, O и W. Что означает первая буквочка в этой аббревиатуре? G – goal. Собственно говоря, и сама цель. Чтобы определить цель, нужно задать себе вопрос, что я хочу. Просто вот берете свою любую цель, которую вы написали, набрать 20 килограмм, сбросить 20 килограмм, повысить уровень польского до такого-то уровня, стать самым востребованным психологом, ну и так далее. Просто задаете себе вопрос, что я хочу, и записываете ответ. Дальше, следующим пунктом в модели Grow у нас идет буквочка R. Что это значит? Это реальность. Здесь нужно описать свою реальность. Что у меня есть сейчас, то есть, условно говоря, вы прописываете свою точку А, с чего я начинаю достижение этой цели. Что у меня есть сейчас для того, чтобы эту цель достичь? На каком уровне я сейчас нахожусь? Да? Если вы хотите сбросить 20 килограмм, либо набрать 20 килограмм, нужно себе прямо на бумажке или в своем электронном документе записать. Так, что у меня есть сейчас? У меня есть сейчас вес, допустим, там 70 килограмм, я хочу весить 50, либо наоборот, у меня вес 50 килограмм, я хочу весить 70, да? То есть вы соизмеряете свою точку А с точкой Б, соответственно, под буквочкой G это цель, это точка Б, это то, к чему мы хотим. Под буквочкой R реальность, это то, что есть сейчас в отношении этой цели. Дальше мы переходим к следующему шагу, который называется O, Options, или возможности. Здесь очень важный шаг, и здесь очень важно вам помечтать и перечислить вообще все возможности для достижения этой цели. Что я могу сделать? Что я могу сделать? И здесь очень важно дать волю своей фантазии. Просто перечисляете все, что вы можете сделать. Ну, давайте на примере того же похудения или набора веса. Чтобы похудеть, допустим, есть много способов. Можно сидеть на диете такой, на такой, на такой и на такой. Да? Есть там огромное количество диет. Это один из способов, да? Вы можете сидеть на диете? Да, вы можете. Дальше. Можно поднять физическую активность. Вы можете это делать? Да, вы можете это сделать. Что еще можно сделать для того, чтобы похудеть? А можно и сидеть на диете, и одновременно поднимать свою активность, да? Что еще мы можем сделать? Там, употреблять больше воды. Ну, то есть, много чего можно сделать для того, чтобы похудеть. И способов увеличить свою физическую активность тоже есть огромное количество. И здесь вам нужно составить огромный список всего, что вы можете делать для того, чтобы достичь цели. И 4 шаг, W, will, это означает намерение. Что это значит? Это значит, что вам нужно задать следующий вопрос, что я буду делать. Вот если вы на предыдущем шаге записали много возможностей, что можно делать, то на следующем шаге, на шаге намерения, что конкретно из того, что вы записали, вы конкретно будете делать. И это очень важно. Потому что, почему вот эти 2 шага, они идут один за другим? Потому что я могу делать много чего. Вот могу много чего делать. Допустим, если все же брать такую цель для примера, как сбросить лишний вес, я, допустим, тоже хочу сбросить лишний вес. Что я могу для этого делать? Я могу ходить в тренажерный зал, я могу просто там проходить 10-15 тысяч шагов в день, я могу мерить калории, могу подобрать какую-то диету. Ну, много чего могу. Я много чего знаю, много чего могу. А что из этого всего я реально буду делать? А из этого всего реально я буду делать, я буду заниматься мотоспортом. Ну, к примеру, да. И мотоспорт тоже помогает сжечь лишний жир. Ну, это я из своей карты реальности сейчас вам об этом говорю. Хорошо. Вот такая модель. Она, в принципе, простая, да, и, в принципе, она является такой основополагающей моделью в коучинге, и вы можете делать себе, на самом деле, самокоучинг. Вы можете сами себе сейчас в отношении любой цели стать коучем. Кстати, друзья, если вам нужна эта презентация, можете находить меня в Инстаграме, писать слово
цель или цели, и я вам отправлю презентацию этого нашего сегодняшнего прямого эфира. Будьте готовы, милости просим, когда будете заходить в Инстаграм, будете вводить Юрий Пузыревский, находите меня, пишите личное сообщение, я обязательно его прочитаю и отправлю вам эту презентацию. Не забудьте подписаться на мой Инстаграм и не забудьте подписаться на этот YouTube канал, если вы еще не подписаны. Хорошо, друзья, было ли полезно то, что я рассказал про модель Grow? Потому что модель на самом деле очень предельно простая, но предельно эффективная. Если вы каждую свою цель прогоните через эту модель, то вы станете вообще в следующем году просто гигантами по достижению целей. Поэтому дайте мне сейчас обратную связь, насколько было полезно то, о чем я вам сейчас рассказал. Друзья, я рад, что вы присоединяетесь. Не забывайте ставить лайки этой трансляции и не забывайте делиться этой трансляцией с теми людьми, которым, по вашему мнению, она может оказаться полезной. Пусть нас станет больше на этом канале, и пусть наше сообщество развивающихся людей на самом деле становится больше и растет. Буквально недавно мы достигли цифры 39 400 зрителей. Нам буквально несколько человек не хватает до 39 500. А вообще хотелось бы нам догнать нашу аудиторию, наших зрителей до 40 тысяч зрителей. Поэтому вы можете этому поспособствовать. Хорошо, если это было полезно, тогда переходим к следующей модели целеполагания, которая называется модель ХСР. Хорошо сформулированный результат. Это НЛПерская техника. И я могу так сказать, вы не будете каждую свою цель прогонять по модели хорошо сформулированный результат. Почему? Потому что она достаточно объемная и громоздкая. Но если у вас есть какие-то цели, я сейчас рассказываю, в каком случае стоит потратить время для того, чтобы проанализировать свою цель по модели хорошо сформулированный результат. Здравствуйте, Надя, с наступающим и вас с наступающим. Смотрите, если у вас есть какая-то цель, которую вы долго носите в себе, долго обдумываете, и она достаточно глобальная, и вы, может быть, даже делаете какие-то шаги, но она плохо продвигается, то эта модель как раз-таки подойдет для такой цели. Если вы уже носите какую-то в себе цель, какое-то есть у вас желание, может быть, цель или мечта, и вы хотите ее достичь. Следующий случай, когда стоит применять эту модель, когда цель связана с какими-то глобальными серьезными переменами в жизни. Ну, допустим, там, менять профессию или не менять профессию. Вот кто-то у нас написал, Светлана, по-моему, что хочет стать... Нет, не Светлана. Кто-то хочет стать востребованным психологом. Вот. Тоже достаточно серьезная цель, потому что стать востребованным психологом, на это нужно, наверное, потратить какое-то время, может быть, не 1 год жизни, да? И вот когда мы ставим такие большие цели, там, период, рамка у нас год или больше, то, соответственно, будет очень хорошо, если вы, во-первых, приведете свою цель в соответствии с хорошо сформулированным результатом, а также будет хорошо, если вы просто проверите свою цель в соответствии с этими всеми пунктами. Почему это важно? А это важно, потому что, смотрите, когда мы ставим себе какие-то серьезные цели, иногда мы можем заблуждаться. Ну вот реально такое бывает. И когда мы проверяем свою цель через модель хорошо сформулированный результат, если эта цель трансформируется, видоизменяется, или, может быть, вы вообще от этой цели отказываетесь, это же тоже хорошо. Почему это хорошо? Если вы проверили свою цель через модель хорошо сформулированный результат, и вы от этой цели отказались, вы же сэкономили кучу времени для достижения других целей. Поэтому давайте коротко по шагам расскажу, в чем здесь суть и как ее применять. Первый шаг модели ХСР называется «Цель должна быть сформулирована утвердительно». Что это значит? В цели не должно быть отрицаний. То есть, давайте опять на примере похудения. Я хочу сбросить 20 килограмм. Хорошо. Утвердительно. Есть даже определенные критерии измерения.
тоже хорошо. Но некоторые люди могут сформулировать свою цель так: я не хочу быть толстым. Да? Вот через отрицание цели не формулируются. Да? Нам нужно говорить конкретно и утвердительно. То есть сама формулировка должна быть конкретной и утвердительной. Второй, следующий шаг – это зависимость достижения. Что значит этот шаг? Вам нужно формулировать свою цель такой и таким образом, чтобы вся ответственность лежала на вас, то есть чтобы достижение результата зависело только от вас. Если достижение результата зависит не только от вас, то у вас большая проблема с целью. То есть у вас появляется элемент надежды. А поможет мне этот человек или не поможет? А будет он сотрудничать или не будет сотрудничать? В случаях, когда цели совместные, надо просто вместе сесть и провести свою цель через модель хорошо сформулированный результат. Другими словами, задавайте себе вопрос: кто ответственен за достижение этого результата до тех пор, пока вы не останетесь один или одна в этой цели. Понятно то, о чем я сейчас рассказываю? Ребят, дайте обратную связь. Понятно ли то, о чем я сейчас вам рассказываю? Следующий, третий шаг, пока вы напишите в свои комментарии, третий шаг называется сенсорное доказательство. Что это значит? Вам нужно иметь понимание, как вы поймете, что цель достигнута. Другими словами, на этом шаге нужно задать себе вопрос: что я буду видеть, что я буду слышать и что я буду чувствовать, когда я достигну эту цель. Это очень важно, да? Здесь мы по всем трем модальностям, по всем трем каналам, визуальный, аудиальный и кинестетический, мы проверяем. То есть нам нужно сформировать именно то самое видение, о котором я в начале нашего прямого эфира и говорил. Это прям очень важно. Рассчитывать на себя. Понятно, отлично. Да, это важно, потому что если мы ставим цель и ее достижение зависит не только от нас, то в этом случае цель, скорее всего, не будет достигнута. Почему? Потому что вы перекладываете ответственность и, соответственно, являетесь жертвой надежды. Надежда начинает появляться. Надежда не та, которая нас с Новым годом поздравила, а именно вы начинаете надеяться. Хорошо. Третий шаг — сенсорное доказательство, разобрались. Задать себе вопрос: что я буду видеть, что я буду слышать и что я буду чувствовать. Следующий, четвертый шаг – визуализация и диссоциация. Что это значит? Нам нужно представить свою цель у себя в воображении. Представить, да, опираясь на предыдущий шаг, что я буду видеть, слышать, чувствовать. И нужно диссоциироваться от себя. Что это значит? Вам нужно увидеть себя со стороны. То есть, если на третьем шаге мы из себя, изнутри, из первой позиции восприятия, условно говоря, представляли свою цель, вижу, слышу, чувствую, то на четвертом шаге нам нужно увидеть себя со стороны. Что это дает? На самом деле это дает очень многое. Первое, что это дает, это то, что, взглянув на себя со стороны, уже достигшим цели, вы можете увидеть какие-то дополнительные детали, которые из первой позиции, из ассоциированной позиции были вам не видны. Это первое, то, что дает шаг диссоциация. А второе, диссоциация дает очень мощный толчок в плане мотивации. Почему? Потому что, когда вы представляете себя достигшим этой цели диссоциированно, то есть видя себя со стороны, вы своему бессознательному и своему сознанию, в том числе, даете понять, что у вас еще этой цели нету. То есть, когда вы имеете у себя в голове представление, имеете у себя в голове картинку диссоциированную, вы четко понимаете и осознаете, что у вас этого еще нету. А если мы представляем цель ассоциированно, то нашему бессознательному, по большому счету, не важно, мы имеем эту цель, либо мы очень хорошо погрузились в себя, там, вошли в транс, в медитацию и действительно там побывали в тех местах и поощущали. То есть вот начиная с четвертого шага, начинайте свою цель представлять уже со стороны, уже представляйте диссоциированно, видя себя со стороны. Простой пример.
Хочу новую машину, знаю марку, там, я не знаю, какой-нибудь Lexus белый, такой, там, RX какой-нибудь, да? Lexus RX 400, не знаю, есть такой или нет, ну, суть не в этом. Ну, допустим, вы его хотите. На третьем шаге представляете себя, сидя в этом Lexus, вот прям сидя за рулем. Вижу, слышу, чувствую. Вижу там приборную панель, все, что есть в этой машине, слышу там легкую музыку, которую я уже включил, настроил, чувствую запах кожи, если у вас там в цели есть кожаный салон, чувствую, как моя спина прикасается к спинке стула. А четвертый шаг диссоциированно. Оставляем себя в этом Лексусе мысленно, но видим себя как на картинке, как на фотографии. И это будет давать вашему бессознательному импульс того, что у вас этого еще нет. И это важно. А можно без визуализации? У меня с ней сложности. Можно без визуализации, но смотрите, Светлана, если бы мы сейчас с вами общались в прямом эфире, я бы вам доказал, что вы умеете визуализировать, вы просто не обращаете на это внимания. Каждый человек может представлять себя в будущем. Визуализация – это не то, что нужно погрузиться на 3 часа в медитацию и бродить по мирам. Визуализация – это то, что мы можем представить. Вот, Светлана, небольшой тест. Представьте, как вы выглядите сейчас. Вот в том месте, где вы есть сейчас, попробуйте представить, как вы выглядите со стороны. И я уверен, что у вас получится. У вас не удастся держать долго это воображение, но представить вам удастся. Вы сможете смоделировать то, как вы выглядите сейчас. Поэтому не обманывайте себя, не обманывайте других. Визуализировать можно, только, возможно, вы не так часто задействуете этот канал, и надо найти свой способ, надо найти свою стратегию визуализации. Хорошо, друзья, понятно ли все с 4 пунктом? Кому понятно, ставим 4 в чате сейчас и переходим к 5 пункту. 5 пункт называется «Контекст и конкретизация». Вот здесь очень важно задать себе вопрос, где, когда и с кем я достигну желаемого результата. Вот прям где, когда и с кем, при каких обстоятельствах. Это все имеет значение. Почему? Потому что мы здесь, во-первых, задаем рамку времени, во-вторых, мы задаем рамку обстоятельств, в каких обстоятельствах эта цель должна быть достигнута. И в конечном итоге, вот, Светлана пишет, что очень расплывчато, без деталей. А кто вам сказал, что надо в деталях это представлять? У каждого свой уровень детализации. И, опять же, вы сказали, что вам удалось очень расплывчато из деталей, соответственно, вы опровергли свое изначальное утверждение, что у вас с визуализацией сложности. У вас с визуализацией нету сложностей, у вас просто более развиты другие каналы, допустим, аудиальный или кинестетический, и вы на визуализацию меньше обращаете внимания. Это просто привычка. Это просто привычка. Итак, друзья, вижу ваши 4. Понятно ли 5 пункт? Нужно конкретизировать, где, когда и с кем я достигну этого результата. Если 5 пункт мы прошли, ставим 5 и идем дальше. Если по ходу у вас появляются вопросы, вы можете смело их задавать прямо сейчас. Следующий пункт, 6, это экология, экологическая проверка. Что значит экологическая проверка? Здесь нужно задать себе вопрос, вот какой. Каким образом повлияет достижение мною этой цели на другие сферы моей жизни? Ну, допустим, человек решил стать предпринимателем, а у него есть семья, у него есть личные взаимоотношения, у него есть сфера здоровья и так далее. Решил он стать предпринимателем, зарабатывать много-много денег и перестал уделять время семье, перестал уделять время своему здоровью, стал работать много. Если в таком случае считается, что цель экологическую проверку не прошла, здесь нужно просто задать себе вопрос, как достижение мною этой цели повлияет на остальные сферы моей жизни. Если достижение вами этого результата будет влиять позитивно и положительно на все сферы жизни, либо нейтрально, то цель экологическую проверку прошла, результат экологическую проверку прошел. Если не прошел, если есть какие-то вопросы, то вы, скорее всего, эту цель не достигнете. Почему? Потому что здесь как раз-таки скрываются все наши кракозябры.
Я хочу бизнес, но не хочу работать, да, но не хочу на него тратить много времени, ну и так далее. Или я хочу сбросить, не знаю, 20 килограмм веса, но не готов тратить 3 часа в неделю на тренажерный зал, потому что это время я отнимаю у своих детей. Все, вы не будете ничего делать. То есть очень важно пройти вот эту экологическую проверку. Вы задумали сварить борщ. 100% и детали, и картинка появляется. Да, безусловно, безусловно. Супер. Хорошо. Поэтому, друзья, проверяйте свою цель на экологию. Что будет в моей жизни, как достижение мною этой цели повлияет на остальные сферы моей жизни. Это очень важно. Это очень важно. Дальше. Следующий пункт – это препятствия. Что мне может помешать достичь моей цели? И здесь нужно составить прям большой список препятствий. Что вам реально может помешать? И здесь препятствия могут быть как внешние, так и внутренние. Может быть внешняя обстановка, могут быть какие-то люди, которые могут вам мешать. Могут быть недостаток каких-то навыков, может быть. Также могут быть внутренние препятствия. Например, лень, прокрастинация, что еще может быть, страх и так далее. И вам к каждому препятствию, смотрите, каждое препятствие нужно либо превратить в маленькую цель, либо каждое препятствие найти способ его преодолеть и проработать. Если у вас психологические какие-то препятствия, связанные с вашей личностью, то находите себе хорошего коуча, психолога, либо находите в интернете, как решается эта задача психологическая. А если препятствия внешние, то нужно искать, как вы можете их разрешить. Окей, ставим цифру 7, если разобрались с препятствиями. Я пока зачитаю комментарий. Юрий, интересный подход. Некоторые коучи говорят, что нужно ассоциироваться, как будто это уже было и все. Я против такого подхода, потому что когда мы ассоциированы, когда мы представляем свою цель из себя, из первой позиции, из ассоциированной позиции, нашему бессознательному не важно. Мы это себе нафантазировали, намедитировали, или это произошло на самом деле. Знаете, бывают такие сны, из которых не хочется выходить, из которых не хочется возвращаться. Так вот, нашему бессознательному, когда мы погружаемся в ассоциированное представление, мы как бы даем сигнал, что это сейчас происходит. Ему по большому счету и не важно, было это или нет, потому что когда мы ассоциированы, у нас есть ощущение, и у нас есть эмоции. Обратите внимание, при ассоциированном представлении у вас есть ощущения, при диссоциированном представлении у вас ощущений нет, у вас есть только картинка и звуки. И это очень важно. Раздразнить свое бессознательное таким образом, чтобы оно начало прокладывать вам путь достижения вашей цели. Чтобы оно понимало, что вы этого хотите, но этого еще нет. Так, семерочки, я про визуализацию писал, я понял. Так, вижу, семерочки пошли, хорошо. Отлично. Следующий пункт – ресурсы. Что такое пункт ресурсы? Нужно задать себе вопрос, что у меня есть сейчас для того, чтобы достигать этой цели. И нужно потратить время и составить список имеющихся ресурсов. Ресурсы могут быть как внутренние, так и внешние. Внешние ресурсы – это деньги, связи и все, что с этим связано, знакомства, ну и так далее. А внутренние ресурсы – жгучее желание, смелость, какой-то навык, ну и так далее. И таким образом мы составляем еще и список ресурсов. Обычно на шаге составления списка ресурсов вы начинаете, причем очень важно это делать письменно, прямо на бумаге это делаете. Почему? Потому что вы на самом деле, когда начинаете выписывать, вы начинаете находить еще больше ресурсов. Те, которые находились у вас где-то в периферии. А как понять, это цель или просто желание? Как это отличить? Надя, как понять, это цель или просто желание, узнаете на следующей модели, на следующей технике. Будем разбирать модель SMART. И с помощью модели SMART, смотрите, желание либо мечта – это что-то, что вот было бы хорошо, чтобы это у меня было. А цель – это то, где я беру ответственность. Цель – это то, где я ставлю сроки.
Цель – это то, где я определяю критерии достижения, есть или нету, на каком пути, и где я действительно, декларирую для самого себя, что я готов для этого предпринимать действия. Если говорить про мечты и желания, то это из разряда «вот было бы хорошо, чтобы оно само случилось». Я не говорю, что не нужно мечтать, я не говорю, что не нужно иметь мечты и не нужно иметь желания. Но очень круто, если вы будете свое желание или мечту превращать в цель. Соответственно, будете тогда делать определенные шаги для ее достижения. Хорошо, Надя поняла. Очень рад, что Надя поняла. И 9, мои дорогие, самый важный шаг на пути к любой цели. Дорога в 1000 миль начинается с первого шага. И для того, чтобы все то, что вы сейчас проделали, все то, что вы сейчас прописали, заработало, вы сейчас потратили время, или даже если не сейчас, а будете в дальнейшем это делать уже детально со своей целью, вам нужно прописать первый шаг, который вы реально сделаете по достижению своей цели, и сделать его в течение 24 часов. Почему это важно? Потому что вы начинаете запускать механизм достижения результата. Как это работает? Когда вы прорабатываете свою цель по модели «хорошо сформулированный результат», вы тратите очень много психической, ментальной энергии. Вы погружаетесь в этот процесс, вы начинаете анализировать, начинаете цель корректировать и так далее. Тратите много энергии. И чтобы эта энергия не ушла в никуда, вам нужно обязательно сделать первый шаг. И это должно быть действие, это должно быть реальное фактическое действие. Составить план не подходит. Я подумаю об этой цели тоже не подходит. Подходит конкретное действие. Что я реально сделаю? Решили купить новую машину? Съездили в автосалон. Присмотрелись. Решили купить новую квартиру? Посмотрели на сайте, выписали объявление, позвонили. Договорились о встрече. Решили сбросить 20 килограмм веса? Пошли ужинать? Съели наполовину меньше. Решили набрать 20 килограмм веса? Пошли, скушали наполовину больше. Решили стать востребованным психологом, пошли, завели YouTube-канал, TikTok, страницу в Instagram, написали, что я востребованный психолог и так далее, и так далее. То есть вот все, что вы хотите, нужно обязательно сделать первый шаг в течение первых 24 часов, в течение первых суток. Тогда вы запустите этот механизм, и все будет у вас хорошо. Итак, друзья, разобрали модель «хорошо сформулированный результат». 9 шагов, 9 элементарных шагов. Дайте обратную сейчас связь мне, насколько это было вам полезно, насколько вы готовы какие-то свои цели прогнать через эту модель. Я, допустим, все свои глобальные цели прогоняю через модель «хорошо сформулированный результат». И она мне очень-очень хорошо и сильно помогает. Не все цели я прогоняю через эту цель, через эту модель, но те цели, которые для меня достаточно большие и которые будут влиять в целом на всю мою жизнь, я их прогоняю. И это очень хорошо работает. Самый яркий пример в моей жизни – это когда я решил стать тренером НЛП. Я поставил себе цель, что я достигну этого результата через 5 лет. После того, как я проделал модель «хорошо сформулированный результат», я достиг этой цели через 1,5 года. И самое главное, что из ресурсов там практически ничего не было, было только жгучее желание. Из препятствий было очень много чего. Спасибо, интересно для сложных целей. Да, действительно, для сложных целей это важно и полезно. Итак, друзья, мы переходим к следующей модели, которая называется модель SMART. Многие ее знают, в бизнес-планировании ее очень часто используют, но модель SMART можно использовать и для себя. Мне кажется, это вообще на самом деле самая главная модель, которая помогает проверить свою цель, ее сконкретизировать и действительно, вот как Надя говорит, чем отличить цель от мечты, именно модель SMART самый простой инструмент, который позволяет мечту превратить в цель. Итак, соответственно, первый шаг модели SMART. Цель должна быть конкретная. Нужно задать себе вопрос. Не что я хочу, а что именно я хочу. Вот, допустим,
К сожалению, выскочило из головы мне ваше имя. Кто хочет стать востребованным психологом? Угу. Каким именно востребованным вы хотите стать психологом? В каком месте вы хотите быть востребованы? Может, вы хотите стать востребованным тюремным психологом? Или, может быть, вы хотите стать востребованным детским психологом? Какой уровень востребованности должен быть? А может быть, вы хотите стать востребованным психологом по работе с кризисным психологом? Или, может быть, вы хотите стать семейным психологом востребованным? В каком городе вы хотите стать востребованным психологом? Ну и так далее. То есть здесь, чем больше вы зададите вопрос, что именно я хочу и что конкретно. И здесь можно много-много раз задавать себе вопрос, что именно, что конкретно, что именно, что конкретно. Тогда вы сконкретизируете свою цель, и она даже для вас станет более понятной и более ясной. Итак, второй шаг модели SMART, буквочка М, измеримое. Должны быть какие-то критерии измерения. То есть, по каким критериям вы будете оценивать достижение результата. Другими словами, вот если прибегать к модели ХСР, что вы будете видеть, слышать, чувствовать, но как вы это еще измерите? Вот, допустим, опять вернемся к примеру, хочу стать востребованным психологом. Как вы будете измерять востребованность? Может быть, вы востребованный психолог в кругу своих близких друзей, которых у вас 15 человек. А может быть, вы самый востребованный психолог у вас в квартире, где вы только один психолог, да? То есть вам нужно вот это слово «востребованность» или «востребованный» придать ему какое-то количественное измерение. Что для вас значит востребованный психолог, и как вы поймете, что вы стали востребованным? Как вы это измерите? Очень важно, чтобы была какая-то единица измерения. Если единицу измерения не удается найти, то есть хороший инструмент, который называется шкалирование. Ну, допустим, давайте опять со словом «востребованный» поработаем. Если вы не знаете, как это оценить, то хотя бы оцените это у себя внутри. Я сейчас, где 10 это будет максимум, а 1 это будет минимум. Я сейчас насколько востребованный? На 1, на 2, на 1,5, на 3, на 5, на 7. Угу. То есть, если мы не можем найти какие-то количественные показатели, то нам их нужно создать. Самый простой способ – это инструмент шкалирования по своим внутренним ощущениям. То есть, то же самое там востребованность, осознанность. Вот я хочу стать осознанным. Как это измерить? Как измеряется осознанность? Как мы можем это измерить? Нету пока осознаннометра, да? Но вы можете количество именно измерения вы можете создать у себя внутри. И это очень важно. Как я пойму, что моя цель достигнута, и как можно измерить этот результат? Это очень важный параметр. Если у нас нету... Понимаете, почему важно? Потому что, когда мы знаем, как измерять цель, то мы одновременно имеем компас. Мы одновременно, считайте, имеем навигатор. Потому что мы можем иметь много действий, которые либо не совсем ведут нас к цели, либо совсем не ведут нас к желаемой цели. И тогда, соответственно, когда мы определили свои параметры измерения, мы можем себя корректировать в плане действий, в плане достижения результата. Понятно то, о чем я говорю сейчас, мои дорогие? Переходим к следующему шагу. Следующий шаг – это у нас достижимость и реалистичность. Очень важно, как я и говорил в начале, не ставить слишком маленькие цели и не ставить слишком большие цели. То есть здесь нужно найти какую-то свою внутреннюю дельту, на что я способен. Почему? Потому что, во-первых, если цель слишком маленькая, либо слишком большая, это порождает прокрастинацию. Вы начинаете прокрастинировать. Если цель слишком маленькая, вы начинаете прокрастинировать, потому что вам кажется, что вы ее достигнете легко. Если цель слишком большая, вы не предпринимаете шаги, потому что вот оно ничего не изменится, как будто бы. Да, даже первый шаг вы не делаете, потому что первый шаг, он слишком мало вас приближает к намеченному результату, и вы думаете, не сделаю сегодня, сделаю завтра, какая разница, все равно это меня сильно не продвинет. Поэтому, чтобы избавиться от прокрастинации, очень важна измеримость.
Теперь достижимость, я извиняюсь, достижимость и реалистичность. То есть очень важно отмечать, насколько это реалистично для меня. И здесь очень важно понять, есть ли люди вообще, которые достигали подобного результата. Это один критерий. А второй критерий, могу ли я реально достичь этого результата. Вот здесь очень важно задавать себе эти вопросы. Для меня это возможно сейчас. Есть ли примеры достижения подобного? Не слишком ли большая цель и не слишком ли маленькая? Целей много, а времени не хватает на все. Надя, в этом случае нужно каждой цели приклеить ярлычок, насколько эта цель для вас важна. То есть сделать такую иерархию по ценности. Вы можете свою каждую цель прям расписать, там, сколько у вас есть целей, на отдельный листок. И по важности, по той же шкале от 1 до 10 или в процентах от 1 до 100, отметить, насколько это важно. И тогда вы сможете их распределить именно в иерархии и расставить приоритеты. Итак, друзья, теперь переходим к следующему шагу модели SMART. R, да, релевантность. И здесь мы касаемся как раз ценностного ориентирования. Почему для меня это важно? Почему мне важна эта цель? Потому что можно смартировать, сконкретизировать, сделать цель измеримой и достижимой, и реалистичной, и конкретной, и определить ее во времени, но без этого пункта ничего не имеет смысла. То есть может быть хорошо, идеально сформулирована цель, есть все ресурсы для ее достижения, но если вам это не важно, вы делать этого не будете. То есть вам нужно найти внутри себя свои «зачем». Почему это важно? Есть ли противоречия с другими целями? Это как в модели хорошо сформулированный результат, экологическая проверка. Если я буду достигать эту цель, не будет ли она отнимать энергию от других целей? И задать себе очень важный ключевой вопрос. Он является проверочным. Что если я не буду достигать этого результата? Ну, к примеру, я хочу машину Lexus такой-то. Если вы задаете себе вопрос, что будет, если я не буду достигать этого результата, и не получаете от себя какого-то эмоционального отклика, расстройства, разочарования, то, скорее всего, эта цель для вас не является ценной и важной. А если вы задаете себе вопрос, что если я не буду достигать этого результата, и у вас начинают кошки на душе скрепстись, то, соответственно, это является критерием того, что ценность этого результата у вас внутри есть. Подставляйте, конечно, свои цели. Там кто-то хочет польский выучить до уровня B1. Что станет с вами, если вы не станете этого делать? Вот если что-то внутри начинает бурлить, то значит это важно. Если ничего не забурлило, значит цель не важная, значит нету ценности. В таком случае, если нету ценности, нам нужно либо придать эту ценность этой цели, то есть задаться вопросом, а для чего мне это, и найти какую-то важную ценность, почему мне это важно. И следующий пункт, эта цель должна быть определена во времени. То есть, когда нам нужно получить результат, сколько времени для этого нужно, и какой дате я это достигну. То есть, вот когда мы определили все предыдущие пункты, очень важно еще поставить себе конкретный срок, когда я хочу это получить. Причем срок тоже должен быть достаточно реалистичным, чтобы мы могли реально его достичь, этого результата, который мы хотим. Ну что ж, мои дорогие, мы разобрали уже с вами целых 3 модели целеполагания. Модель SMART, модель хорошо сформулированный результат и модель Grow из коучинга. Но все это не имеет смысла, если мы не будем предпринимать конкретные действия по достижению желаемого. Все это не имеет никакого смысла. То есть за любой техникой целеполагания и планирования, если вы тратите время на то, чтобы что-то спланировать, на то, чтобы сформулировать цель, для того, чтобы определить какие-то критерии, состроить план, если мы не предпринимаем действий,
то все это ваше время ушло в никуда. Вам нужно это понимать. И самый важный момент, пожалуйста, мои дорогие, работайте на бумаге, либо в смартфоне, пусть это ваша работа, она будет где-то на каком-то носителе обязательно. То есть это должно быть где-то прописано. Потому что если это не прописано, это все забывается в момент. Здравствуйте, солнышко, хочу купить автомобиль, я вас поздравляю. Так, Надя пишет, что все важные делает, а на остальные нет времени уже. Значит, они не важные. Если цель не движется, то, скорее всего, нету ценности. Значит, она не так важна. Хорошо, друзья, попрошу вас сейчас дать мне обратную связь по этому прямому эфиру. Мы активненько, плотненько пообщались. Напоминаю вам, что нужно ставить лайки этому прямому эфиру. Нужно делиться этой прямой трансляцией со всеми теми людьми, которым вы считаете этот прямой эфир может быть полезным. Также рекомендую возвращаться к этому прямому эфиру и прорабатывать детально свои цели. Прям сохраните его куда-то себе, сохраните в избранное себе эту ссылку на эту прямую трансляцию и пользуйтесь этим. На самом деле, прям дал вам в короткий промежуток времени выжимку из того, как можно любую цель очень быстро разобрать. Я в коучинге, когда работаю с клиентами, использую все эти модели, в зависимости от того, насколько глобальная цель. Если цель достаточно простая, то сходит модель и Grow, и Smart. Если цель какая-то более серьезная, основополагающая в жизни человека, то используем модель хорошо сформулированный результат, которая тоже очень хорошо работает. Берите это на вооружение и пользуйтесь. Если вам нужен конспект, то есть если вам нужна презентация, чтобы у вас было под рукой эти 3 слайда, где все расписано детально, просто напишите мне в Instagram Юрий Пузыревский, личное сообщение. Цели или цель. Я вам отправлю эту PDF-ку, и у вас будет... Вы ее даже можете распечатать. Я в свое время делал листок, и все модели целеполагания просто вешал на видное место, чтобы они у меня были всегда перед глазами. Это помогало и в работе с клиентами, и это помогало при планировании каких-то своих личных дел. Так, 10 из 10, все понятно, у меня все получается быстрее, если сроки не устанавливаю. Вот здесь, Светлана, на самом деле очень важный момент. Еще очень важно знать себя. Если у вас получается так, и когда вы ставите сроки, у вас начинает не получаться, скорее всего, вы просто начинаете нервничать, и когда вы нервничаете, у вас начинает получаться меньше, соответственно, если вы знаете себя, я вот за то, чтобы человек хорошо знал себя. И если у вас так не работает, то не нужно ставить сроки. Да? Не нужно быть такой жесткой железякой. В любой модели целеполагания нужно находить что-то свое и быть гибким. Так, спасибо, обязательно пересмотрю. Спасибо большое, спасибо за эфир. План я уже написал на 23-й год. Нужно теперь конкретизировать по одной из моделей. С наступающим вас, Юрий. Спасибо и вас. Так, друзья, что я вам хочу еще сказать в напутствие. Во-первых, эфир наш еще не закончился. Вы можете задать свои любые вопросы, которые у вас возникли. Я с радостью на них отвечу. Также планы на ближайший год. В плане развития нашего YouTube-канала. Давайте будем встречаться чаще. Я почувствовал, что я начинаю терять с вами связь, так как прямые эфиры перенес на другой канал. Назовем это неуспешный проект. Мы с тем каналом тоже что-нибудь придумаем, но основная вся движуха будет здесь. Теперь прямые эфиры будут здесь. Нужно иногда... Знаете, что еще очень важно в целеполагании? Иногда мы начинаем какие-то проекты, какие-то цели, и иногда очень важно от чего-то отказаться. Вот в данном конкретном случае мой живой канал является таким примером, прям прямым, что у меня просто не хватало времени, и у меня была идея, что прямые эфиры вести просто на отдельном канале. Кто любит смотреть прямые эфиры, будет смотреть прямые эфиры. А оказалось, что я начал терять связь со зрителями на основном канале. И для меня это важно, для меня это ценно, поэтому теперь будем стараться регулярно, хотя бы раз в неделю, а может быть в 2 недели выходить в прямом эфире на этом канале. И, соответственно, вместе с этим будет и выпусков побольше. Чтобы было больше выпусков и больше толковых контентных прямых эфиров,
то задавайте свои вопросы, будьте активны в комментариях, буду всегда рад. И приглашайте подписаться на этот канал своих друзей и знакомых. Очень хочется, чтобы осознанных людей становилось больше. Спасибо вам, с наступающим. Спасибо и вам, солнышко. Обязательно посмотрю. Приветствую, поздно присоединилась. Ирина, рад вас видеть. Запись будет. Вот почему вы всегда задаете этот вопрос? Вот мне просто любопытно. Я всегда оставляю все записи. На моем канале можете не задавать вопрос. Только если я веду какой-то марафон, то записи скрываются. А так, в принципе, всегда все записи остаются. Друзья, если вы хотите глубже проникать в знания и навыки нейролингвистического программирования, бросаю вам ссылку на свой видеокурс NLP практик. Многие из вас уже на нем учатся и знают, что это просто офигенное и обалденное сообщество, где вы найдете и поддержку, и психотерапию, если вам она нужна, и можете делиться примерами, и будете и осваивать NLP-техники. Поэтому, если хотите обучаться NLP у меня, приглашаю на свой видеокурс. У меня видеокурс с обратной связью. В следующем году на него стоимость поднимется, потому что я, наконец, дозапишу оставшиеся видеоуроки. Там сейчас записано около половины, но всего в плане больше 100 видеоуроков. Плюс мы каждый месяц встречаемся, а в декабре месяце мы встречались даже 3 раза. Мы 3 практических занятия делали по отработке навыков. Поэтому милости прошу, если вы еще не в курсе нашего курса, перейдите по ссылке в описании, либо по ссылке, которую я вам сейчас сбросил. Познакомьтесь с программой. Просто познакомьтесь с программой. Я не говорю, что вам нужно уже сейчас бежать и платить за курс, но я вам покажу, как познакомиться с программой. Смотрите, мои дорогие, когда вы перейдете на страницу курса, она выглядит вот так. Здесь есть 4 вот таких блока с плюсиками. Блоки разворачиваются. Здесь в каждом блоке есть прописаны все модели и техники, которые в каждом блоке присутствуют. Здесь их достаточно много. Я вам рекомендую просто зайти, просто посмотреть. Если вам это интересно, то оставляйте заявку, оплачивайте и будем с вами общаться. Если не интересно, просто приходите на прямые эфиры и будем с вами также продолжать вести общение. Но говорю о том, что действительно на курсе очень крутое сообщество. На курсе самое важное не видеоуроки, и, возможно, даже самое важное не моя обратная связь, а на курсе важна обратная связь от зрителей. Так, вы оставите запись? Друзья, я уже об этом сказал, я всегда записи оставляю. NLP я научилась у вас, Клара. Очень здорово. Благодарю вас, поздно зашла. Жаль. Ну, ориентируйтесь, что по четвергам, по старой традиции, будем проводить прямые эфиры. Так, какая у вас цель касательно этого канала? Какая у меня цель касательно этого канала? Ну, хотелось бы за год вырасти до 100 тысяч зрителей. Хотелось бы за год вырасти до 100 тысяч зрителей. Кстати, я уверен, что мы бы уже этот год встречали со 100 тысячами зрителей, если бы я не увлекся другими делами. Я совершил ряд ошибок, то есть нет побед и поражений, есть обратная связь, то есть я занялся другим каналом, хотел отдельно разнести прямые эфиры, я думал, что это даст больше эффект. Но, как показала практика, обратная связь показала то, что для меня оказалось это неэффективно, я начал терять с вами связь. И были другие проекты. Соответственно, я вот больше чем уверен, что этот Новый год мы бы встречали уже со 100 тысячами зрителями. Поэтому цель на следующий мой год – это разрастись, вырасти свой канал с вашей помощью, обязательно с вашей помощью. Если вы будете делиться эфирами, если вы будете ставить лайки, если вы будете писать комментарии, будете задавать вопросы, будете активно участвовать в стримах. Ведь понимаете, чем больше вы присутствуете на стримах, чем больше вы задаете вопросы, тем интереснее получается мое повествование. И вот Надя не даст соврать, она у нас в курсе учится, и что в курсе немножко вообще по-другому все устроено. Там мы можем задавать друг другу вопросы прям вживую, да, когда мы на живые встречи, отработки встречаемся в Zoom. И это еще больше обратной связи. И это еще больше дает понимания и ясности. Поэтому я вас призываю быть активными, раз вы уже здесь. Значит, то, что я делаю, вам полезно,
Я надеюсь, что это так. Вы здесь не просто время проводите, а мне важно, чтобы вы получали пользу. Неважно, будете вы учиться на платных курсах, либо вы будете просто приходить на эти трансляции. Знаете, я поделюсь откровением своим. В прошлом году, то есть не в этом, а в прошлом, в 2021 году, у нас была такая рубрика, такие выпуски, которые назывались «Утренняя раскачка». Все эти выпуски не стали супер популярными на этом канале. Но что очень важно, я очень много работаю в индивидуальном формате с людьми, и почему-то вот в конце года мне очень многие люди начали говорить, что ваша утренняя раскачка мне так помогает. Там 43 или 46 выпусков за позапрошлый год у нас получилось. И знаете, я смотрю по показателям роликов, что вроде как рубрика не самая популярная, но по той обратной связи людей, с которыми мне удается поработать лично, когда они мне начинают говорить, что Юрий, если у меня женщина ко мне обращается подруга обращается с какими-то проблемами, я ей даю ролики там про двойные послания, про технику отсушка, там первую главу аудиокниги, а если ко мне обращается мужчина с какими-то проблемами и какими-то вопросами, то я даю ссылку на плейлист «Утренняя раскачка». И для меня это очень дорого, и для меня это очень ценно, потому что целый год вести рубрику, целый год собирать контент, целый год его снимать, монтировать, выкладывать, ну, это тоже, поверьте мне, определенное количество ресурсов, но когда ты не получаешь обратной связи, и вот спустя год я стал получать такую обратную связь, и это очень ценно для меня. Всем желаю побед, у вас все получится. Я не сомневаюсь, что у меня все получится, у меня с целеполаганием все, в принципе, в порядке. Я благодарю вас за поддержку, но я со своими целями постоянно работаю, и знаю, что они у меня будут достигнуты рано или поздно, да, иногда я могу промазать со сроками, иногда я могу где-то переключиться на другой проект, но когда я возвращаюсь, да, получается, что цель достигается. Так, что еще хотел сказать? Кстати, друзья, у меня есть мысль, она витает в голове, что, возможно, мы запустим новый сезон утренней раскачки. Утренняя раскачка 2.0 в 2023 году. Я подумаю, я посмотрю свое расписание, но у меня есть такие мысли. Так как пошла такая обратная связь, и оказывается, что многим людям действительно ее не хватает. Действительно не хватает этой рубрики. Поэтому буду рад и видеть вас тоже на утренней раскачке. Это короткие видеоролики с конкретными советами на неделю, где можно что-то сделать и улучшить свою жизнь. Ну что, мои хорошие, был рад всех видеть. Спасибо за то, что вы с нами. Обязательно ставим лайки, заходим, интересуемся курсом, делимся этими роликами. И с Нового года будем встречаться чаще. Всех с наступающими праздниками и берегите себя. Пусть у вас все будет хорошо и каждая цель будет достигнута.